Сейчас немножко покажу свой рабочий проектный скетчбук, новенький, свеженький. Ну, те, кто у меня видит в Инстаграм или ТикТок, видели его. Что же тут за красивости скрываются? И сейчас поподробнее, может быть, все это проговорю, покажу, что может быть интересно. Всем привет, меня зовут Эдуард Кичигин, и моя тема ландшафтная архитектура и разного рода скетчинг. Как рисовать быстро, просто круто. Рисование не мой профессиональный левел, который я хотел бы, чтобы ассоциировался со мной. Мне хотелось бы, чтобы со мной ассоциировалось проектирование. И я сейчас немножко покажу моменты из моего проектного скетчбука. А рисование только обслуживающая структура. То есть она мне нужна только исключительно для того, чтобы я круто, быстро, эффектно и прям вау-вау-вау показывал свои проекты. Вот из этой потребности вырос стиль моего проектного рисунка, проектная графика, вон так всякие штучки такие, ну и которые вы видели во множестве у меня на канале. Вот, и вот сейчас покажу то, что у меня в скетчбуке. Что у меня за скетчбук? Вот такой. Он небольшой, формата А4. Такая книжка. На столе лежит таким образом, такая текстурка, и фирма Art Creation. Сейчас покажу. Ну, вроде нормальная. Я так посмотрел, посомневался, но все-таки взял. И их особенность в том, что листы немножко желтые. Желтые они специально. Вот белая бумага, вот бумага Art Creation. Ну, есть разница. И он такой немножко желтковый, желтый, но симпатичный. Все дела, такая закладочка миленькая. Так, берем, открываем на той странице, которой нужно, и позади такая пружинка, тоже ей прям удобно пользоваться. Прям удобно. И пружинка, и закладка. Этого достаточно. Это то, что я люблю. И сейчас посмотрим, что по тем историям, которые у меня происходят в скетчбуке. Это один из проектов. Для меня всегда небольшая проблема показывать мой рабочий скетчбук, потому что много нужно проговаривать. То есть можно увидеть картинки, текст и как бы не понять вообще ничего о проекте. А там огромная большая сложная история. Огромная большая сложная история выращена из огромного количества ресерча, изучения контекста, а потом сведения этого контекста с, опять же, огромным изучением материала в проектные идеи, формы и решения. И вот это, типа, так очень упрощенно я проговариваю свои ситуации. Для того, чтобы мне проговаривать мой проект, мне нужно заседать, ну, вот просто прям на час. И там огромное количество вводных. Поэтому, скорее всего, я не буду проговаривать проектное решение, а покажу в стадии такой декоратива, да, как это все выглядит, ну и, может быть, плюс-минус, как работает. Вот, сейчас буду показывать. И покажу, чем я рисовал. Это большей частью вот здесь рисовалось линером. Такой линер, пом-пом, Винзор и Ньютон. У меня их несколько осталось, 2 или 3 пишут. Я их уже все использовал. Вот такой логотипчик. Да. В общем, вот я здесь рисовал этим линером и делал интенсивные пятна еще, плюс, по-моему, чем-то вот таким. Почему таким? Потому что линер тонкий, а вот эта вот история потолще. И с другой стороны история еще потолще. И можно делать такие интенсивные акценты, как в этом домике. Вот. Это перманент маркер. Ну и на самом деле на его месте может быть любой, совершенно любой маркер. Главное, чтобы там сильно насквозь не пробивал вот эту вот структуру. В общем, большей частью буду говорить о всяких симпатичностях. Потому что, в общем, канал у меня большей частью такой не проектный, а вот про рисование и про оформление. Я думаю, там подписчикам моего канала больше интересно про всякие визуальные эффекты, нежели про то, что составляет сердце проекта. Изучение, ресерч и проектирование. И покажу, как лаконично в целом работает вот эта вот графика. Вот так. И делаю пометки. В процессе разработки я собираю информацию, и информация переходит в проектные идеи.
и сочетать с уже существующим контекстом, и мне нужно делать такие небольшие короткие зарисовки по моим проектным идеям. И вот скетчинг, он идеально для этого подходит, потому что я беру и могу придумать там идею, иллюстрирующую мой проектный поворот какой-то, и очень просто и быстро ее зарисовать. И рядом создать большое количество описывающего текста. Для чего мне это нужно? Потому что, так как информации собирается очень много, то я ее быстро и забываю. А в итоге, если у меня, например, есть все записано по проекту, как идет изучение и как идет моя мысль, то мне очень удобно. Я как книжку открыл на любом месте, и вот радостно это все вспоминаю. И почему это, опять же, хорошо? Потому что в моем стиле, подходе к проектированию, откуда мой стиль? Это итальянский подход такой, которому я научился в студии Габриэля Филиппини и Ольги Москвиной. Такой итальянский подход к проектированию. Он предполагает наличие огромного количества изучения контекста. Называется, в принципе, так, paesaggio culturale. Вот. И изучаю контекст, тут же приходят проектные решения, потому что они радостно сталкиваются уже там с какими-то известными мне штучками. И эти проектные решения, они все всегда новые, всегда, понимаете, новые. То есть их ниоткуда нельзя взять, потому что вот такой подход к проектированию. Вот. Но плюс его в том, что это зачастую выглядит очень прямо, в общем, говорят, гениально. Это не только про меня, и про меня говорят. Короче, это такая проблема. Большая проблема разницы между подходом проектирования в России и подходом проектированию в Италии. Очень большая разница. Я часто этот подход проговаривал на курсах очных, когда вел курсы по скетчингу для ландшафтных архитекторов и архитекторов. И видел очень удивленные глаза. Типа, неужели можно было думать так? А можно. Вот так работает эта графика. То есть у меня есть какая-то идея, я рисую разрез, там помечаю, вот мне нужны там человечки дают мне самоштабность, вот это вот контурный рисунок с некоторыми акцентами дает мне необходимую мне экспрессию, импрессию, и вот эти вот все проектные решения у меня сохраняются. И я рисую обычно без исправлений, рисую сразу начисто. И исправление у меня становится частью декора. Вот, например, идея амфитеатра. Вот. Это структура. Почему там амфитеатр? Это нужно лезть в культурный пейзаж и в контекст проекта. Любое решение здесь, оно не декоративо, оно висит на культурном контексте. Не зная культурного контекста, невозможно понять комплекс проектных решений, созданных именно для этого места, именно для этих задач. Вот так все вместе выглядит. Вот так мой рабочий скетчбук. Вот рука, самоштабность. Вот инструмент. Точка, 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 точка. Вот так набиралось точкование. Вот примеры подписей. Вот примеры фрагментов, поясняющие проект. Вот тут я вношу то, что мне нужно запомнить. Вот здесь тоже вношу там про контекст, с которым я хочу работать. Здесь вношу что-то про формы там примитива, о том, что я думаю, там я или экономлю, или оптимизирую, или развиваю, или закладываю, что я думаю о всем этом. Первая страничка, вторая страничка, вот этот разворот. Все выглядит так, как книга. Круто. И еще одну страничку. Вот здесь я работал с такой формой. С такой формой. Это уже другой проект. И это мне нужна была ориентировка. Я смотрел в учебник и перерисовывал эту форму. А пока я ее перерисовывал, я старался понять ее закономерности.
и прикидывал, развивал свою историю, свою идею. И вот из прям таких записей рабочих, но рабочих для обучения. Тогда был, то есть студентов не пускали в вуз, потому что, у нас же у всех там этот локдаун, все дела. И я прикидывал, что я им могу сказать по работе пространства в пространстве или взаимопроникновение пространства. Это я взял идею из какой-то книжки на кафедре у нас в ВУЗе, где я преподаю ландшафтную архитектуру, проектирование. И сделал себе заметку в моем скетчбуке сразу, для того, чтобы это все радостно им проговорить. И вот эта вот история была не помню откуда. В общем, вот так история с понижением рельефа через лестничные марши в пейзаже выглядит в виде наброска, быстрого наброска. Стильно, просто и круто. И вот здесь вид сверху, мы видим всю вот эту историю с озеленением. И вот таким фрагментом я могу показать идею статуи. Я не должен рисовать статую. Я могу показать, как работает это через такую дирекцию. Вот так и вот так. Здесь я могу сказать, что там парк, там сад, там еще что-то. Здесь я могу показать рельеф. Вот здесь я думал про малые архитектурные формы оранжереи. И вот эту вот оранжерею я показываю в таком структурном, симпатичном виде. Быстро, просто хорошо, без проблем вообще. Потом эта вся история пришла, конечно, уже немножко в другой формат. Это я показывал скетчбук, в котором я разрабатываю саму эту проектную идею и в котором все развивается, как идет мысль. И эта мысль один из фрагментов вот этого большого проекта. То есть маленький часть, сегмент. И вот так вот иллюстрируется моя система скетчинга, вот так она работает практически. И в этом видео я показал один фрагмент, и я думаю, вот так я пройдусь по куче моих скетчбуков и покажу, как может это все работать на практике, как это работает у меня, и как я это даю студентам моим в университете. ЛТУ, лесотехнический университет, Санкт-Петербургский государственный лесотехнический университет имени Кирова, где преподаю ландшафтную архитектуру. Мои студенты думают с руками, с эскизами, с изучением наследия культурного и выращивают проект из вот таких интересных штук. Собственно, как я и делаю. Если вам понравилось, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Внизу, если вы хотите научиться вот так разрабатывать проекты, вот так думать над проектом, то ссылка внизу или в шапке профиля, или внизу в описании к видео на мой сервис Boosty. Там мои платные уроки. Я там рассказываю, например, или коллегам, или студентам, или на курсе на своем. Так даю информацию, можно ее получить. И научиться. И тоже делать так, если вам это нравится. Всем чао-чао. Меня зовут Эдуард Кичигин. Пока.